Приветствую, друзья! С линии фронта приходит информация о том, что бои сейчас там идут очень и очень жесткие. И, собственно, на картах все равно можно заметить, что русская армия каждый день продвигается вперед. И, собственно, это, конечно, касается разных направлений. При этом, собственно, натовские наемники также вынуждены это, по сути, каждый день подтверждать. И отмечают, что и на Харьковском направлении проблемы у натовских наемников, и на Сумском, и на Запорожском. И, в принципе, это, конечно же, четко говорит о том, что стратегия, она такое вот длительное наступление ограниченными силами сейчас это приоритет русской армии. И при этом сейчас наша бронетехника российская реально преображается на поле боя до неузнаваемости. И можно заметить очередной очень серьезно сделанный царь-мангал. И очевидно, что именно вот за такими бронемашинами сейчас будущее современной войны, потому что с учетом возможностей натовских дронов, очевидно, что именно такие методы являются вот максимально эффективными для того, чтобы бронетехника выдерживала несколько десятков попаданий из различных натовских вот FPV-дронов. Фактически сейчас машины прорыва выглядят именно так, для того, чтобы они шли впереди колонны, уничтожали различные противотанковые и противопехотные мины и, собственно, конечно же, высаживали десанты. Конечно, именно вот такие машины сейчас очень и очень активно требуются фронту, и не случайно, над их созданием трудятся очень многие инженеры различных наших военных бригад. Также сейчас на фронте очень активно используется ТУЗ «Санцепёк», и на кадрах можно заметить, что происходит с натовскими различными укрепрайонами, бункерами, когда туда прилетают подобного рода термобарические боеприпасы. И, естественно, когда все-таки залп идет, то выжить там, мягко говоря, особо никому не представляется возможным. Ну и, конечно же, не отстают при этом также вот ракетные войска, потому что если разведка выявляет скопление натовских наемников, особенно высокопоставленных, различные вот штабы бригад и так далее, туда сразу прилетает в основном Искандер, и на кадрах можно заметить, что там происходит после этого. При этом нужно добавить, что ВКС РФ работают, можно сказать, на всю глубину натовского недорейха, и поэтому этой ночью была очень массированная атака, около 400 дронов камикадзе Герань и много ракет вот Х-101 и не только. И, собственно, на кадрах можно заметить, что натовское ПВО в Киеве, очевидно, очень и очень печально работает. И, судя по всему, у них, знаете, все очень плохо в плане перехвата наших ракет и беспилотников. И на кадрах можно заметить, что одна за одной беспрепятственно наши ракеты падают по целям. При этом цели поражены в Киеве, я вам хочу сказать, что очень серьезные, потому что прилетало и по военным предприятиям натовской ЧВК ВСУ, и, естественно, даже по различным вот штаб-квартирам вот ГУРа Зеленского, потому что там пан Буданов, как главный террорист и экстремист, фактически вот на острове Рыбальский организовал себе такую базу, и именно по этой базе сегодня очень жестко прилетало, причем так, что даже Петр Порошенко, олигарх украинский, вынужден был признать, что взрывной волной от ударов по зданию ГУРа пана Буданова очень серьезно пострадал его Пятый канал, и в студиях во многих уже нету стекол, потому что взрывная волна была очень сильной. После атаки ВКС РФ даже со спутников были видны различные пожары на объектах натовской частной военной компании ВСУ. И, естественно, сейчас для мирных жителей самая главная угроза — это натовские ракеты ПВО. И, собственно, мы также фиксировали за вот эту ночь несколько прилетов по жилым домам, и по масштабу разрушения можно заметить, что это, знаете, четко натовская ракета ПВО, потому что масштабы разрушений очень незначительны, если сравнивать, например, с крылатой или баллистической ракетой. На этом фоне госсекретарь США отметил, что страны Евросоюза просто не очень сильно горят желанием передавать натовской ЧВК ВСУ свои системы Патриот ПВО, и очевидно, что это, конечно же, отчасти ложь, потому что очень много различных и систем Патриот, и многих других систем ПВО просто снимали с боевого дежурства в странах Евросоюза и отправляли в натовскую частную военную компанию. Ну и, собственно, осталось сейчас, конечно же, на территории Евросоюза крайне мало вообще средств ПВО, а некоторые страны, которые там Румыния, там Польша и так далее,
в конечном итоге находятся порой вообще без ПВО, потому что, очевидно, все уже передали натовской ЧВК ВСУ. Это означает, что, конечно же, у Соединенных Штатов Америки очень ограниченные возможности по массовому производству ракет ПВО для систем Patriot и не только, и, собственно, именно в этом сейчас главная загвоздка. А вот наши российские инженеры на этом фоне все чаще начинают сейчас уже выпускать различные пассивные радары, которые могут фиксировать беспилотники, в том числе на оптоволокне и не только. И такие вот, конечно же, системы очень и очень сейчас необходимы на поле боя, потому что натовские дроны – это ключевая, собственно, такая угроза для личного состава русской армии. А вот из самого натовского недорейха приходят сегодня просто парадоксальные новости. Получается, те персонажи, которые вот журналисты, вот пропагандисты натовские, которые в 2014 году очень много кукарекали там на различных эфирах, что все-таки нужно срочно с русскоязычными бороться, нужно их убивать и так далее. Все эти персонажи сейчас находятся в очень, знаете, таком подвешенном положении, потому что по факту сейчас их начинают загонять на убой в натовскую частную военную компанию. И такая ситуация сложилась с Богданом Буткевичем, тем самым, который, естественно, призывал убить 2 миллиона жителей Донбасса и делал это публично, открыто в эфирах, а потом, конечно же, там кидался на пенсионеров, на 9 мая и так далее. То есть такой самый отъявленный такой подонок натовский, который всегда выполнял там все задачи, поставленные там спецслужбами, различными там филиалами ЦРУ и МИ-6 вот в Украине Зеленского. И сейчас пришло время этих кабанчиков резать в прямом смысле слова. И поэтому жена уже этого Богдана Буткевича развела истерику в социальных сетях, что, о боже, банда ТЦКшников забрала Богдана Буткевича и теперь везут его на убой в, собственно, натовскую ЧВК. А ведь на самом-то деле таких персонажей должны забирать именно в первую очередь, потому что именно благодаря таким чертям, конечно же, в 2014 году посольство США в Украине получило полную власть, и мы расхлебываем это до сих пор, и, естественно, это уже породило просто гигантское количество смертей, крови, горя и так далее. Но, тем не менее, давайте вспомним, что же плел тогда Буткевич в 2014-2015 году в эфирах для того, чтобы разгорелась пожестче гражданская война и чтобы, конечно же, все русское максимально нужно было уничтожать. Давайте послушаем. Найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Полная версия данного видео есть у меня в телеграм-канале. Кому интересно, переходите, смотрите. Также у меня в телеграм-канале есть и различные другие видео пана Буткевича, которые просто вот требуют, чтобы ни в коем случае ТЦКшников никто не оскорблял. И вообще, знаете, если оскорблять ТЦК, по версии Богдана Буткевича, нужно с этими предателями и негодяями срочно расправляться. Ну и сейчас, собственно, вот пан Буткевич попал под раздачу, и банда ТЦКшников схомутала этого вот жирного Борова и отправила в натовскую ЧВК ВСУ. И, естественно, сейчас этот персонаж будет кукарекать значительно меньше, потому что все, что он так вот хотел в эфирах, сейчас у него представится возможность это реализовать. Его, естественно, нарядят и, знаете, пойдет штурмовать посадки. Но это, знаете, в идеале, конечно же, будем наблюдать за тем, каким образом сложится вот судьба этих вот персонажей, которых сейчас вот массово загоняют банды ТЦКшников на убой, несмотря на то, что они очень и очень служили посольству США и всем, кто там шавком пониже. При этом на убой также отправился любимчик прошлого посла США, пан Шабунин, и этот персонаж получил очень много грантов и так далее, и, знаете, был таким локомотивом продвижения вот американских реформ на оккупированной территории, а сейчас, судя по всему, вот команда Трампа просто не обращает внимания на соросню, которую тогда понаплодили, и у них другое видение вот развития оккупационных властей, и поэтому сейчас такими персонажами вот особо не дорожат, и поэтому вот пана Шабунина
также уже режим Зеленского загнал в натовскую ЧВК ВСУ и отправили его, значит, на передовую, по его же словам. И, естественно, аргументирует это пан Шабунин тем, что он слишком много критиковал режим Зеленского, Ермака и так далее. Ну и сейчас, как следствие, просто этих всех персонажей вот заставляют замолкнуть навсегда в прямом смысле слова. Но это далеко не все хорошие новости с Киева, потому что вот уже конкретно полковника СБУ Воронича, который занимался различными диверсиями на территории Российской Федерации, сегодня ликвидировали в Киеве. И, собственно, можно заметить даже, как это происходило. И на кадрах также вот попал момент стрельбы, и, собственно, конечно, это говорит о том, что каждый персонаж, который производит диверсии на территории Российской Федерации, будет идентифицирован и жестко наказан. И подобного рода практика, я думаю, что вот с каждым днем будет она увеличиваться. И, естественно, таких вот показательных раскладов, думаю, будет со временем все больше. Режимники Зеленского также продолжают жаловаться на зэков, которых они запрягли воевать за натовскую частную военную компанию ВСУ, но денег им, естественно, не пообещали, как прочим натовским наемникам, и это, как следствие, привело к тому, что у этих уголовников просто появляется еще несколько статей, потому что, очевидно, как только они попадают там на вторую, третью линию, то сразу устраивают дебош, и это сейчас больше проблема для режима Зеленского, нежели вот набор пушечного мяса, которое можно использовать. И это, конечно же, на самом-то деле очень такая позитивная история. При этом пан Шмыгаль уже потребовал $1 триллион на восстановление натовского недорейха. И это, конечно же, комичная история, особенно с учетом того, что сейчас даже вот и нескольких миллиардов тяжело добиться вот от Евросоюза, но тем не менее подобного рода цифры звучат. При этом вот Украина Зеленского вовсю становится самой настоящей такой криминальной столицей мира. И сейчас там конкретно вот действуют мошеннические колл-центры, которые вот обворовывают и не только граждан Российской Федерации, также граждан Турции, Евросоюза и так далее. И, собственно, вот руководители данных вот мошеннических колл-центров по Днепропетровску рассекают уже даже на джипах с установленными системами РЭП, потому что, знаете, внутренняя конкуренция вот преступных группировок, она обусловлена тем, что они между собой воюют периодически с использованием FPV-дронов. Тем временем режим Нетаньяху продолжает геноцид в секторе Газа, и вот вчера нанес очень серьезный авиаудар по лагерю беженцев, который обосновался на руинах некогда города. И, собственно, конечно, там очень много вот жертв среди мирных жителей, но там очень проблематично работать вообще вот хоть каким-то журналистам, там нету связи, нету электричества, нету воды, нету медикаментов, нету еды, и сейчас очень мало оттуда поступает данных. При этом, конечно же, вот если брать в целом вот такого вот мусульманского мира, арабского мира, сейчас фактически йеменские хуситы отвечают за всех. И вот очередной вот корабль, который аффилирован с израильскими бизнесменами в Красном море, йеменские хуситы потопили. И на кадрах можно заметить, как это происходило. И судно достаточно с большим тоннажом, но тем не менее мы видим, что по этому судну отработали и ракетами, отработали и даже вот надводными дронами камикадзе. А это означает, что возможности боевые йеменских хуситов в Красном море очень серьезно подросли за последнее время. И сейчас очень-очень серьезная угроза для США, Британии и Израиля конкретно исходит от йеменских хуситов. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на мой телеграм по традиции в описании под этим видео. До скорого!